Окрошка кошерная. Лучшее средство в летнюю жару. Всем привет! С вами канал Вкусно и Кошерно. Лето, жара, хочется чего-то приятно холодящее живот. И да здравствует сезон окрошки! Сегодня готовим окрошку кошерную, как вы догадались по названию моего канала. Итак, вы готовы? Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Для этого рецепта нам понадобятся огурцы, редиска, укроп, картошка, яйца, зеленый лук, кефир и соль с перцем. Итак, начнем с редиски. Я нарезаю на терке вот кружочками такими. Получаются вот такие тонкие кружочки. Почему мы начинаем с редиски, спросите вы? Потому что с редиски надо убрать горечь. Кто знает, как убрать горечь с редиски? Ответ очень прост. Сначала нарезаем редиску на вот такие вот маленькие кружочки и заливаем ее кипятком. Кипяток справится с работой буквально за считанные минуты. Если у вас есть время, то можно залить холодной водой, но это займет где-то полчаса, пока горечь уйдет. А кипяток очень быстро справится со своей задачей. Берем редисочку, перекладываем в емкость и заливаем кипятком. Буквально на несколько минут, пока будем готовить другие продукты. В кипятке редиска чуть-чуть меняет цвет, но горечь уходит. Это главное. Дальше натираем картошку на крупной терке. Можно нарезать, но натереть быстрее будет. В принципе, не имеет значения. Картошку я заранее отварила в мундирах. Она мягенькая и очень хорошо трется. И перекладываем все это в емкость, в кастрюльку. Отваренные вкрутую яйца нарезаем на кубики. Можно натереть на крупной терке. Яйца добавляем к картошке. Дальше приступаем к огурцам. Я сначала режу их на кружочки, а потом соломкой. Берем огурцы, складываем стопочкой и вот так вот режем соломкой быстро. Огурцы также перекладываем в кастрюльку. Теперь редиска. Редиску я порежу на соломку, чтобы была одинаково с огурчиками. Для красоты чисто. Редиску также добавляем в кастрюльку. Следующий на очереди зеленый лук. Его нарезаем кружочками маленькими. Перекладываем в кастрюльку. Обязателен в этом блюде укроп. Зелень придаст любому блюду свой особенный вкус.
Теперь добавляем сюда соль с перцем. И заливаем кефиром. Если блюдо получилось густым, не переживайте. Сюда можно добавить, разбавить блюдо ледяной водой или кубиками льда. Пробуем на вкус, чтобы было достаточно соли. Я еще чуть-чуть подсолю. Ну, в принципе, и все готово. Окрошка кошерная. Лучшее средство в летнюю жару. Приятного аппетита! А с вами был канал Вкусно и Кошерно. Друзья, мне будет очень приятно, если вы попробуете приготовить окрошку кошерную по этому рецепту. Ставьте лайки и пишите в комментариях, что у вас получилось. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока.